Если вы пришли с работы и обнаружили, что забыли достать из морозилки куриную грудку и хотите быстренько что-то приготовить, этот рецепт для вас. Просто натрите замороженную куриную грудку на терке. Это очень просто, посмотрите сами. Вуаля! 5 минут, пару ловких движений, и вот такая гора куриной грудки замороженной готова к дальнейшему приготовлению. Сразу берем сковородку и смазываем ее сливочным маслом. Вместо сливочного масла вы можете использовать оливковое масло или любое растительное. Также нам понадобится несколько картофелин. Я надеваю картофелину на вилку, вот так вот просто, и беру обычную овощечистку. Теперь при помощи овощечистки, посмотрите, вот так вот быстро и легко я нарезаю картошку тонкими ломтиками прямо в сковородку. Не нужно пачкать лишнюю посуду, нам понадобится только сковородка, овощечистка и, конечно, терка для курицы. Вот так быстренько мы с вами нарезали картошку, такие тонкие ломтики, просто чудесно. Сверху присаливаем ее хорошей такой щепоткой соли. Для аромата добавим немножечко черного перца. Свежемолотый перец работает просто идеально, но также подойдет обычный черный перчик из пакетика. И сюда же на картошку сверху выкладываем натертую куриную грудку. Конечно, если вы хотите приготовить это блюдо на выходных и заранее позаботились об этом, то возьмите просто пачку куриного фарша или приготовьте фарш самостоятельно. Это, конечно же, тоже не возбраняется. Этот вариант на те случаи, когда действительно хотите быстренько приготовить что-то вкусное. Тогда вот предлагаю вам такую идею. Я приправляю куриную грудку, куриный фарш солью, черным молотым перцем, а также добавляю немного паприки, сушеного лука или чеснока и немножко итальянских трав или зелени орегано по вашему вкусу. Также сверху натираю пару зубчиков чеснока, можете воспользоваться чесноковыжималкой. И вот такое вот получается уже очень вкусное и ароматное приправленное мясо. Будет очень-очень вкусно, друзья. Сверху точно так же надеваем картофелину на вилочку и нарезаем ее тонкими ломтиками при помощи овощечистки. Вот так вот очень быстро и просто все делается. Рецепт очень простой, очень быстрый и получается невероятно вкусный. Обязательно сохраняйте в закладке, делитесь с друзьями, чтобы не потерять, потому что этот рецепт достоин того, чтобы вы записали его в вашу любимую кулинарную тетрадку и уж точно приготовили не один раз. Это нереально вкусно. А также напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с каждым из вас, друзья. Так что не стесняйтесь, оставляйте комментарии. Я приправляю сверху картошку солью, а тем временем разбиваю в миску 3 куриных яйца. Так, разбили яички и сюда же вливаю 1 чашку сливок. Сливки можете взять любой жирности, я беру достаточно жирные 30% сливки. Мелко нарезаю небольшой пучок петрушки. Петрушку вы можете заменить укропом или другой зеленью. Вот так вот хорошенько измельчаем. И отправляю петрушку в миску с яйцами, со сливками. Небольшая ложечка соли, где-то пол чайных ложки, и все хорошо перемешиваем до однородности. Готово. Теперь заливаем курицу с картошкой, яйцами со сливками. Готово, друзья. Я уже поставила разогреваться духовку, и сверху на картошку я натираю такую хорошую горсть сыра. Сыр можете взять любой, который хорошо плавится. Любым удобным способом измельчаем сыр. У меня вот такая вот оригинальная терочка есть, но, конечно же, обычная терка тоже подойдет. Готово. Духовку я уже разогрела, температура 180 градусов. Запекаем наш картофельно-куриный пирог, наш куриный киш, где-то 35-40 минут, пока
Запеканка не станет красивого золотисто-коричневого цвета, только посмотрите, какая красота, а картошка не станет мягкой. Все готово, друзья. Уже не терпится попробовать. Сверху немножечко посыпаем рубленой зеленью. И вот посмотрите на этот кусочек. Это же просто фантастика. Слюнки текут. И это, друзья, невероятно вкусно. Нереально вкусно. Поверьте мне. А еще лучше приготовьте и напишите ваши комментарии. Жду ваши отзывы. Приятного аппетита и скоро увидимся.